Добрый день, уважаемые друзья! Я рад вас снова приветствовать и представить следующий, третий модуль информационного материала «Химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы. Воздействие на женский организм». Сегодня мы поговорим с вами о чувствительных периодах уязвимости в жизни женщины, о цикле этих периодов между поколениями и о примерах неблагоприятного воздействия различных классов химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы. Концепция чувствительных периодов, по-другому мы их будем называть окон уязвимости для экспозиции, это краеугольный камень для оценки воздействия химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, на здоровье. Почему же так происходит? Дело в том, что различные жизненные периоды характеризуются различной секрецией разных гормонов, разным уровнем гормонов в крови и разной экспрессией рецепторов к гормонам. Окна уязвимости для различных химикатов могут быть различные, так же как могут сопровождаться различными эффектами на здоровье, проявляемые впоследствии на разных этапах развития, как у детей, так и во взрослом периоде. Из этого следует другой важный момент, что одни и те же дозы одинаковых химических веществ, но в различные периоды развития могут вызывать в женском организме различные последствия. К примеру, одна и та же экспозиция домашней пылью, содержащая то или иное химическое вещество, нарушающее работу эндокринной системы, например, фталаты, на ребенка, на подростка и на, например, взрослую женщину 40 лет, не собирающуюся уже рожать, экспозиция будет иметь совершенно различные последствия. Разберем все чувствительные периоды в жизни женщины, которые можно объединить в цикл уязвимых периодов, который затрагивает даже несколько поколений. Перечислим эти периоды, начиная с периода взрослой женщины, планирующей беременность, период до зачатия. Причем этот период важен не только для женщины, но и для здоровья будущего ребенка. Предположим, что это будет девочка. Затем, после оплодотворения и до рождения девочки, это идет перинатальный период. Затем неонатальный период и период новорожденности. Затем детство девочки до пубертата, до полового созревания. Перепубертатный период, период полового созревания. И, наконец, период, который замыкает цикл, период до зачатия, но уже следующего поколения. Разберем первый период, период до зачатия, и как в этот период развиваются женские половые клетки. У женщин созревание половых клеток – это продолжающийся процесс, и в каждый момент времени яичник содержит фолликулы в разных стадиях. Созревание фолликулов продолжается примерно 65 дней, то есть затрагивает 3 менструальных цикла. Этот процесс регулируется гормонами, преимущественно ФСГ, женскими половыми гормонами эстрогенами и дегидроэпиандестероном. И вот в каждый менструальный цикл в раннюю фолликулярную фазу один фолликул становится доминантным и быстро увеличивается. Происходит овуляция, выход яйцеклетки, готовы для оплодотворения. И вот все эти вопросы, конечно же, сопровождаются очень тонко настроенными гормональными изменениями по принципу прямой и обратной связи. И поэтому этот период является критичным для действия химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы. Вообще, если говорить про гормонально обусловленный менструальный цикл женщины, который мы считаем как период от первого дня предыдущей менструации до первого дня следующей менструации, он в среднем продолжается 28 дней. И на этих схемах можно видеть, как меняются уровни гормонов. Гонадотропных, ФСГ, ЛГ, и половых, эстрогенов и прогестерона в течение цикла. А под действием половых гормонов меняются процессы в органах и тканях мишенях этих половых гормонов. Особенно в матке, вот здесь показаны изменения в эндометрии, и молочных железах. Эти периоды
тоже являются чувствительными для действия химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы. Применительно к менструальному циклу, примером, по сути, добровольной экспозиции химикатами является прием женщины гормональных комбинированных оральных контрацептивов с целью предупреждения беременности. Да, контрацептивный эффект обеспечивается в этом случае, но он сопровождается существенными изменениями физиологических процессов в женском организме. По оценкам, более 100 миллионов женщин принимали или принимают в настоящий период КОКи. КОКи – это так сокращенно называют гормональные контрацептивы. В современной литературе накоплено сейчас уже достаточно убедительных данных о вредном действии различных химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, именно в этот период до зачатия. Как по данным экспериментальных исследований на животных, так и по данным эпидемиологических исследований. Вот на этом слайде, на этом рисунке представлены сводные данные, основанные на эпидемиологических исследованиях и опубликованные совсем в недавнем обзоре, о том, как различные химикаты связаны с различными состояниями, влияющими на репродукцию женщин. Здесь химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, сгруппированы по двум группам, в зависимости от степени убедительности накопленных данных. Более доказательные данные выделены красным цветом. Мы видим, например, что по бисфенолам и по ПХБ накоплено достаточно доказательств об их влиянии, например, на созревание женских половых клеток, как в ходе естественных циклов, так и в ходе стимулированных циклов при ЭКО. Бисфенолы, они могут быть связаны с действием половых гормонов, вмешиваться в действие половых гормонов. Полихлорированные бифенилы влияют на время наступления беременности, а хлорорганические пестициды связаны с более частым появлением выкидышей. Говоря про пренатальный период от оплодотворения до рождения, обязательно нужно сказать про концепцию ДОХАТ. Это концепция первопричин здоровья и болезней на ранних периодах развития. Эта концепция ДОХАТ основывается на научных данных о том, что причины многих хронических состояний, хронических заболеваний, возникающие в течение жизни, своими корнями уходят в самые ранние периоды развития, эмбриональный и плодный, который, собственно, и составляет разбираемый нами сейчас пренатальный период. Эту терминологию ввел ученый Баркер, который отметил наличие связи между недостаточным питанием плода и развитием уже во взрослом возрасте болезней сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета второго типа. И вот на этом рисунке из недавно опубликованного обзора вы можете видеть пример влияния на организм различных химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, в разные периоды развития женского организма. И это все по данным эпидемиологических исследований. Как важен этот период и почему он является настолько уязвимым, давайте рассмотрим на примере с диэтилстилбестролом. Этот пример можно считать классическим и одним из важнейших в зарождении этого как раз научного направления, изучающего нарушение работы эндокринной системы. По своим свойствам синтетический диэтилстилбестрол похож на природные, на естественные эстрогены. Этот препарат прописывали беременным женщинам для предотвращения выкидышей во многих странах мира. И в результате в период с 40-х по 70-е годы 20 века только в США от 5 до 10 миллионов беременных женщин и их детей получали экспозицию диэтилстилбестролом. А также его использовали в качестве эстрогенозаместительной терапии в этом же самом периоде 40-х, 70-х годов и использовали в качестве экстренной контрацепции. Его использовали, однако только спустя значительное время стали появляться данные, что у девочек, которые подвергались воздействию диэтилстилбестрола в период внутриутробного развития,
нередко наблюдались пороки развития половых органов. А у некоторых в подростковом возрасте наблюдались редкие виды рака половых органов. Причем такие виды рака, которые встречались только у женщин в период после менопаузы. А здесь девочки подросткового возраста. Спустя еще какое-то время, спустя следующие десятки лет, были получены данные уже о связи внутриутробной экспозиции диэтилстилбестрола и с повышенным риском рака молочной железы, и с бесплодием, и с спонтанными абортами, преждевременными родами, эктопическими беременностями, но уже у следующего женского поколения. Из-за длительного латентного периода между внутриутробной экспозицией у плода и болезнью, которая развивалась в подростковом или даже в более позднем возрасте, связь с диэтилстилбестролом первоначально была неочевидной. Хотя, с другой стороны, еще в экспериментах на мышах было показано, что вот при внутриутробной экспозиции этого вещества впоследствии наблюдалась патология репродуктивной системы у взрослых мышей. Но потребовалось очень-очень много лет для того, чтобы это стало понятным, как же неблагоприятно воздействует диэтилстилбестрол на человека. Интересно, что после рождения сразу же у новорожденных происходит транзиторная, то есть которая возникает, потом проходит активация гонадотропин, гипоталамо-гипофизарная гонадной системы. Это бывает и в норме, и сопровождается у девочек повышением женских гормонов и нагрубанием молочных желез. Ну, как практикующий врач, детский эндокринолог, могу сказать, что количество случаев девочек с ростом молочных желез на первых годах жизни за последние 10-20 лет существенно увеличилось. Связывает это явление с действием некоторых химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы. Не так много исследований на эту тему, но тем не менее была отмечена связь преждевременного телархи, так называют роста молочных желез у девочек на первых годах жизни, с повышенным уровнем таких химикатов, как бисфенол А, с метаболитами фталатов и с повышенным уровнем полибромированных дифенилэфиров, ингибиторов горения. В период новорожденности также нужно учитывать, какие химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, могут поступать в организм девочки с грудным молоком от матери или же со смесями. Мы уже знаем, что многие химикаты присутствуют в грудном молоке. Это и жирорастворимые химикаты, ПХБ, диоксины, хлорорганические пестициды, другие стойкие органические загрязнители. Но это и свинец, и ртуть, ну и даже не жирорастворимые фталаты и бисфенол. Ну, например, в недавних работах была показана связь бисфенолов и перфторированных соединений в грудном молоке с замедлением роста на первом году жизни у девочек. Что касается смесей, основу которых составляет коровье молоко, то смеси могут содержать химические вещества, нарушающие работу эндокринной системы, даже в большей концентрации, чем в грудном молоке. И еще надо помнить о дополнительных женских половых гормонах, которые могут попадают в коровье молоко. Следующий уязвимый период – это период детства. Очень емкая фраза, определяющая этот важный период. Дети – это не маленькие взрослые. Потому что у детей уникальные модели активности и поведения. Они ползают, они играют ближе к полу или земле, увеличивая контакт с пылью. Дети засовывают в рот пальцы, руки, игрушки, другие предметы. И у детей есть физиологические различия по сравнению со взрослыми. Они кушают и дышат больше по отношению к массе тела, чем взрослые. Их кожа обладает большей проницаемостью для химикатов, а пищеварительная, выделительная система и метаболизм в период детства находятся в постоянном развитии и не такие устойчивые, как у взрослых. И при условии, что экспозиция химикатами будет сохраняться или увеличиваться с течением времени, эта экспозиция будет действовать на организм девочек намного больше, намного длительнее,
так как у них, можно сказать, вся жизнь впереди. На этом слайде мы видим, что по сравнению со взрослыми, вот взрослые, вот дети, например, путем поступления перфорированных соединений у детей преимущественным является грудное молоко. Если сравнивать поступление перфорированных соединений с пылью, то у детей, по сравнению со взрослыми, тоже этот путь поступления выражен сильнее. Следующий и очень важный уязвимый период жизни девочки – это перепубертатный период, период полового созревания. В этот период происходит огромное изменение в организме, сопровождающееся значительными изменениями выработки гормонов и изменению в экспрессии рецепторов гормонов в гормон-зависимых клетках и тканях. У девочек начинает формироваться менструальный цикл, а фолликулы, содержащие ooциты, половые клетки, вступают в очень важные периоды развития. И за весьма короткий период, 3-5 лет, можно сказать, на наших глазах, маленькая девочка превращается в сформированную девушку, которая по биологическим понятиям становится половозрелой. И вот эти важные изменения, происходящие в организме девочки, они важны с точки зрения как эффектов, происходящих непосредственно в половом созревании, так и во всей последующей жизни девушки, и даже в жизни следующих поколений. Ну, конечно же, и этот период тоже является чувствительным для действия химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы. С другой стороны, надо отметить, что пока данных на человеке о неблагоприятном воздействии химикатов именно в этот период не так много. Больше данных накоплено по данным экспериментов на животных. И, наконец, мы переходим к периоду, который замыкает цикл уязвимых периодов развития женского организма, периоду до зачатия, но уже следующих поколений. С учетом развития эпигенетики, это бурно развивающаяся наука о наследовании, но через механизмы иные, чем изменение последовательности ДНК. Особое место занимает изменение эпигенетической программы половых клеток. У женщины это ooциты, потому что изменение эпигенетической программы половых клеток может сопровождаться эффектами на развитие плода и здоровье на ранних и поздних периодах жизни. Другими словами, может быть передано следующим поколениям. Передача последующим поколениям эпигенетической информации, индуцированной окружающей средой, сюда мы, конечно же, отнесем действие химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, через половые клетки, называется epigenetic inheritance, эпигенетическое наследование. Посмотрим на замечательные схематические рисунки на слайде. У беременной женщины, обозначим ее как F0 поколение, в матке развивается женский плод, обозначим его как F1 поколение. А у этого плода уже есть зачатки половых клеток, из которых впоследствии будут использованы ooциты для следующего, уже внучатого поколения, назовем его F2. Согласно современным представлениям, в момент беременности все факторы, действующие на беременную женщину, уже могут действовать на половые клетки внучатого поколения. И получается, что вот для этого поколения, которое родится примерно через 20-30 лет, период до зачатия исчисляется многими десятками лет. Существенный вклад в подтверждение этих представлений внесла группа профессора Майкла Скиннера, показавшая на животных наличие эффектов у следующих поколений после воздействия большого спектра химикатов, таких как винклозолин, диоксины, ДДТ, ну и даже такой распространенный в современном мире пестицид, как глифосат, Roundup. Итак, наш круг, наш цикл уязвимых периодов между поколениями замкнулся.